просыпайся, это всего лишь сон. Но, похоже, кошечка проголодалась. Всем привет, я Анна Оськина, и сегодня мы будем делать миску, корм и игрушки для кошки-малютки. После того, как я сделала кошку и аксессуары для нее, многие попросили продолжить эту тему, что я с удовольствием и делаю. Да и кошка проголодалась, ей уже вискас во сне снится. Коробка корма открывается, и его можно насыпать в миску с милыми ушками. А еще можно налить воды, и, конечно, кошке очень понравились ее новые игрушки – мышка, клубочек и бантик. Ставьте лайки, если вам нравится кошечка и вещички для нее. А новое видео будет уже завтра. Подпишись на мой канал, чтобы не пропустить. Но переходим же скорее к мастер-классу. Для миски мне понадобится розовая и белая полимерная глина Фима. Я добавляю в белый цвет немножко розового и перемешиваю, чтобы получить более светлый оттенок. У меня получается нежно-розовый цвет, который я раскатываю в пласт толщиной примерно 1,5 мм. Беру две маленькие одинаковые баночки. На каждую из этих баночек нужно натянуть полимерную глину, чтобы она хорошо обволакивала ее. И когда пластика плотно примыкает к низу баночки, я аккуратненько отрезаю все лишнее. В результате получается, как будто бы чашечка сидит на баночке. Точно так же делаю со второй банкой. Если у вас нет таких маленьких баночек, то можно использовать какие-нибудь пузырьки от лекарств или какие-нибудь колпачки, деревянные рукоятки, то, что вы найдете подходящего. Когда сделала заготовки на двух баночках, соединяю эти баночки и сильно прижимаю друг к другу, чтобы получилось не две, а одна слитная заготовка. И прямо вот так вдвоем отправляю запекаться. А после выпекания снимаю эти баночки с заготовки. И у меня получается вот такая сдвоенная кормушка. Нужно ее украсить. Для этого я смешиваю более темно-розовый цвет. Раскатываю этот цвет в пласт толщиной примерно 1 мм, и от этого пласта отрезаю полоску высотой равной высоте кормушки. Смазываю боковые стеночки миски гелем жидкой пластикой, размазываю его по поверхности кисточкой и оборачиваю полоской темно-розового цвета, хорошенечко прилепляю полоску, чтобы она плотно облегала миску. Лишнюю пластику можно обрезать, и после этого опять отправляю миску запекаться. А после запекания жду, когда остынет, и хорошенечко шлифую миску, чтобы она была ровная, аккуратная, красивая. После шлифовки мою в воде, чтобы не оставалось пыли, либо можно протереть влажными салфетками. И так как это кошачья миска, я хочу декорировать ее милыми ушками. Для этого расплющиваю 2 шарика темно-розового цвета на рабочей поверхности, а сверху них расплющиваю светло-розовые шарики. Делю эти шарики пополам и формирую из них треугольнички-ушки. Эти треугольнички-ушки прикрепляю к мисочке и аккуратненько замазываю места стыка. После чего опять выпекаю 20 минут при температуре 110 градусов. А после выпекания покрываю миску лаком, чтобы она стала глянцевая и привлекательная. Я уверена, что кошке понравится. Распечатываю шаблоны корма Вискас. Наша киска купила Вискас. Эти шаблоны вы можете скачать в моей группе ВКонтакте, ссылку я оставлю в описании под видео. Аккуратно вырезаю эти шаблоны и после этого беру спицу и спицей прочерчиваю места сгиба. После чего сворачиваю все места сгиба и склеиваю коробочку.
Получается замечательная коробка сухого корма Whiskas. Прочерчиваю места сгиба на маленькой упаковочке и сворачиваю. Но маленькая упаковочка такая глянцевая, блестящая, и поэтому я наклеиваю ее на скотч лицевой стороной к липкой стороне и отрезаю лишнее. После чего эту упаковочку необходимо склеить. Заклеиваю сначала одну боковую сторону. Место склеивания я проштамповываю плоскогубцами с рифленым краем, чтобы получилась как будто бы фабричная склейка. Когда клей схватится, приклеиваю и вторую боковую сторону. А когда и боковая сторона склеивается, нужно положить туда какой-нибудь наполнитель, чтобы выглядело, как будто бы там что-то есть. Для этого я использую мятую салфетку. И когда коробочка корма уже полная, я заклеиваю и верхнюю сторону. Но ведь коробка сухого корма открытая, нужно его сделать. Раскатываю пласт коричневого цвета толщиной примерно 1 мм, можно тоньше, и запекаю 20 минут при температуре 110 градусов. После запекания этот пласт можно резать. Я сейчас провожу вам краш-тест, где показываю, что кусок полимерной глины, хорошо, правильно запеченный, можно просто завернуть в трубочку. Посмотрите, какой он гибкий, и он не ломается. Это правильно запеченная пластика. От этого кусочка я нарезаю много тоненьких полосочек, после чего эти полосочки собираю вместе и также ножничками нарезаю на маленькие-маленькие частички. Это будут части сухого корма. Нарезаю этот корм на отдельный листочек бумаги. А когда нарезала этого корма много, беру этот листочек и пересыпаю в коробочку. Вот и готова коробка корма. Делаем мышку. Беру черную и белую полимерную глину Fima. Смешиваю эти два цвета и получаю серый цвет. От серого цвета отрываю маленький кусочек, катаю сначала шарик, а из шарика капельку. Затем катаю маленький шарик серого цвета, чуть-чуть расплющиваю, делаю там углубление и разрезаю пополам. Это будут уши мышки. И эти уши размещаю на большую серую капельку. Катаю тоненькую серую колбаску, отрезаю небольшой кусочек, это будет хвостик, присоединяю хвостик к мышке и загибаю его. Катаю тоненькую ниточку черного цвета, отрезаю 3 маленьких кусочка, катаю маленькие шарики и эти шарики присоединяю в виде глаз и носа мышки, после чего мышку можно запекать, посмотрите, какая она маленькая. Клубочек. Какая же кошка не любит играть с клубком? Я взяла плотную красную нитку. Конец ниточки я заворачиваю в полимерную глину, чтобы не очень долго сворачивать сам клубок. Это будет основа. Но основу можно сделать даже просто из фольги. И, собственно, после этого начинаю сворачивать клубочек. Очень аккуратно, чтобы получился красивый клубочек, ровненький. Ну а чтобы ниточки не разлетались, можно время от времени смазывать ее клеем. Так я и делаю. В результате у меня получается очень плотненький и красивый круглый клубочек. Когда клубочек готов, приклеиваю ниточку и отрезаю, чтобы оставался свободным длинный конец, с которым кошка и будет играть. И последняя игрушка — бабочка. Вырезаю прямоугольник из бумаги и прочерчиваю на нем линии спицей. Это линии сгиба. После чего сгибаю листочек в гармошку. Чуть-чуть сгибаю эту гармошку пополам и привязываю посередине ниточку. Делаю несколько узелков, чтобы нитка точно не развязалась, отрезаю один конец нитки и оставляю один, чтобы за него можно было играть. Расправляю концы гармошки, и вот такая вот игрушка-бабочка готова.
Вот и все аксессуары для кошки на сегодня. Мне кажется, что моей малышке Пушинке понравилось, и мне тоже очень понравилось. Мне кажется, что корм выглядит как настоящий, что игрушки тоже очень милые. Ну а мисочка с ушками — это прям вообще милота. Я очень надеюсь, что вам тоже все эти аксессуары понравились, и вы сможете сделать их для своих игрушек. Мне кажется, что эта миниатюра также будет отлично выглядеть и в миниатюрном коллекционном домике, и займет почетное место в аксессуарах для его питомцев. Я жду ваших комментариев, что еще мне сделать, ваши идеи всегда очень ценны для меня. И, конечно же, ваши комментарии я показываю в начале моего видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот мастер-класс и если вам понравилась вся эта милота, которую я сделала. Новое видео будет уже завтра, подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Ведь у нас неделя мастер-классов. Желаю вам творческих успехов, вдохновения и до новой встречи!